Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня, как всегда, новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня 27 октября, четверг. Я встала, уже приготовила завтрак, умылась. Все-таки вот у нас хоть и закончили в нашем подъезде делать фасады, но в соседнем не закончили, и в нашем подъезде делали окна. И я так понимаю, если даже не моющим пылесосом, то хотя бы просто протереть окна придется. Хотя мыла я их недели, наверное, полторы, получается, назад. Ну ладно, ничего не поделаешь. Не хотелось бы, но придется, и, наверное, в ближайшие дни, пока еще не совсем холодно. Вчера в ночи я хотела принять душ. У нас не было горячей воды, полотенцесушитель тоже был холодный. Мой стандартный завтрак – овсянка. Ну, она с соевым соусом, конечно, как водится. Все, как я люблю. Здесь лимон, апельсин, имбирь. И еще я добавила гвоздику и корицу. Вот. Овсянку я привезла из Питера, она мне очень нравится. Ну и кофе, и просто вода. Потому что все-таки день хорошо начинать с воды, но если вот говорить про этот напиток, с которого день лучше начинать, ну, по крайней мере, так говорят. Но пока он настоится, проходит время, ну, в общем, как-то так. Меня часто спрашивают, что вот салфетки, как вот... Даже вот я же их делаю на заказ и так далее. И вот люди спрашивают, ну как-то страшно такое использовать, вдруг попачкается. Но у меня, знаете, у самой, когда я первый раз такие салфетки увидела и захотела их делать, у меня тоже был страх, а как вот их в реальной жизни применять. Но оказалось очень даже просто, потому что... Ну, первый момент, да, может быть, первый день, такое как-то есть напряжение, а вдруг ты что-то испачкаешь, а потом все это легко, и ты понимаешь, что ты просто, ну, с одной стороны, ты получаешь удовольствие, так как это красиво, там, настроение поднимает, и в тот же момент ты как-то более аккуратно. И, например, когда я в Питер привезла такие салфетки, у меня тоже друг, я заметила, первый там день, может быть, один-два, так, был напряжен, боялся что-нибудь попачкать, а потом как-то уже привык, потому что действительно, когда ты видишь красивую вещь, то просто сознательно собраннее, но при этом это и уют, и настроение. А раньше я пользовалась салфетками, ну, термосалфетками, они же тоже красивые, принт, все такое, но даже я, как человек аккуратный, и то у меня они постоянно пачкались. Вот. Так что вот эти салфетки очень даже хорошо применять в жизни. Вообще я считаю, что должны у нас быть вот такие аксессуары, такой декор, но это делает нашу жизнь ярче. Так же, как посуда, вот наши бабушки, дедушки все это копили, да, могли пить из одной чашки. Всегда. А я считаю, что они просто отказывали, к сожалению, себе в радости. Вот. А себя надо радовать. А, кстати, недавно я говорила, что у соседки дверь вот эту тамбурную сломали. Вот. Ну, короче, участковый на третий день позвонил, сказал, что нам всем будут менять эти двери на красивые во всем доме. Ну да, то есть можно не париться. Искать, наверное, не будут. После завтрака, как всегда, мою посуду. Пиала, потом разделочная доска, ножик. Ну, в общем, по мелочи кастрюлька. Всего понемногу, дабы не накапливать. Так как-то проще.
Не, ну бывает такое, что и к обеду могу помыть, но стараюсь так не делать. Ну и сухую посуду все вытащила. Тут помыла, протираю. Аромат для дома. Надо, кстати, его уже потихоньку заканчивать. Пропылесосить насвинячила я немного. Так, ну и ложки сюда убрать. Пиалы на место. И хочу вам сказать, как хорошо иметь запасы. Я в Фаберлик, наверное, с 2014 года примерно. И насколько хорошо, что я тогда периодически не брезговала и маленькими вот этими упаковками. Ну вот две сашетки у меня осталось. Одну я тут поиспользовала. Вот, но каждой сашетки мне раза на 4 хватит, наверное. Потом надо будет что-то с этим делать. Либо заказывать Фаберлик уже, без разницы, что дорого. Либо искать вот этот вот велор для цветных хотя бы тканей, который мне очень нравится. Но фикс прайс его нет на Валберес. Вообще, по-моему, и ценник загнули, и продают только оптом. Но у меня не 7 по лавкам, и мне, честно говоря, не очень хочется там 3-6 штук и так далее покупать упаковок. Но проблема в том, что я аллергик в плане порошка, и мне очень важно, чтобы все выстирывалось. Так что, видимо, все равно придется, потому что нормальные ценники я в интернете нашла, но это какие-то сайты, я не знаю, надо, короче, разбираться. Вот. В общем, те площадки, которые я вообще не знаю. Ну ладно, пойду сейчас запускать стиралку. Запустила стиралку. Сейчас буду снимать хобби-влог на ноябрь. Возьму вот эту раскраску. «Тайна стихии. Земля и огонь» Виктории Дорофеевой. Раскрашивать, скорее всего, буду карандашами. Ну и немного творчества на камеру в лайф-влоге. Раскрашиваю мэджиком корзиночку. Мэджики, кто не знает, сразу оживляют иллюстрацию, дают такой реалистичный эффект. Самое то. Так что с удовольствием ими раскрашиваю. Это вот мой самый-самый любимый мэджик из Fix Price. Есть еще кахенуровский. Я им люблю деревья раскрашивать. Ну и зеленый, серый использую часто, иногда синий. Это вот самые-самые ходовые. Вот. Ну, я сюда творчество включаю понемножку, чисто как такой элемент дня. А полностью это уже отдельные хобби-влоги. Кому интересно, смотрите. Сейчас выбираю карандаши для следующего элемента. У меня их много. Так, ну и выбрала в итоге ашановский, потом Prismacolor и Polychromos. И вот как раз там Kohinoor и Fix Price Kids Fantasy Magic у меня лежат. Ну вот так вот сегодня проходит мой день. Я за время, пока стирала машинка, пропылесосила, помыла полы, сняла хобби-влог, смонтировала его, озвучила где-то требовалось, вступление сняла, концовочку тоже отдельно сняла, постаралась, и уже поставила на загрузку. Сейчас вот развешиваю белье, и могу сказать, что вот это полотенце, которое я кипятила, я его пущу на пошив шапочек после душа. У меня, конечно, и покупных достаточно, но эти будут не лишними, потому что это полотенце, там появилось пятно. Если на втором полотенце было пятно от краски для волос, и все это и отстирывается, и вот я прокипятила один разок, оно вообще как новое, то с этим пятном я ничего не смогла сделать, и отбеливать или и прочее.
Так что как-то мне не хочется вешать его в ванную, а вот в качестве шапочек это будет просто отлично, как мне кажется. Так что сошью. Вышла погулять. Сейчас пойду в Фикс Прайс, куплю кофе. Верный, не знаю, буду заходить или нет за яблоками. Также я забрала свой заказ с Wildberries. Он был маленький. Это провод для наушников, чтобы заряжать лайтинг, потому что мой накрылся и вчера еле зарядила. Пришла домой, я заходила в Фикс Прайс, купила себе очередную пачку черной карты. Я всегда хвалила этот кофе, потом я сказала, что когда я в Питер взяла с собой, что-то было не так, но там реально было прям даже по вкусу не так. Потом я приехала сюда и тоже приобрела пачку кофе, и я сказала, что что-то не так по запаху, но через пару дней все было нормально. Вот. Ну, не знаю, что с этой упаковкой, посмотрим. Так, и на Wildberries забрала этот провод лайтинг. Собственно, он такой длинный, в отличие от моего, который к наушникам давался. Я просто шикарно погуляла, но, знаете, я, видимо, на таком каком-то подъеме вышла, что когда я шла обратно, не знаю, у меня упадок сил почему-то был, поэтому сделала себе какао. Ну, какао без сахара, вот, ну, типа золотой ярлык, ашан с птичкой. У меня в данном случае ашан с птичкой. Вот все, что я пробовала, вот мне нравится только либо ашановский или золотой ярлык. Добавила еще туда корицы. Ну, конечно, если добавить, к примеру, молоко, ну, это будет симпатичнее выглядеть, но я не хочу добавлять молоко. Вот, ну и сахар тем более. Кстати говоря, не только я так пью, и кто пробовал, говорят, что да, действительно, какао вкусно и без молока, и без сахара, вот. И варить, кстати, не обязательно. В общем, будет немножко релакса. Надо тут, кстати, все будет по-новому расставить. А то мне сначала так нравилось, потом по-другому, потом вообще как-то. Летом мы всякими тут лампочками, прочим не пользуемся с ученицами. Надо вообще все по-новому организовать. Зажгла благовоние, у меня корица. Да, с корицей. Очень приятный аромат. Несмотря на то, что сейчас без 15:12, я пью кофе. У меня вообще из обязательной уборки каждый день это мытье полов и уборка на кухне. Ну, потому что, естественно, ежедневно кухней пользуешься, готовишь и так далее. Но помимо этого я каждый день всегда, знаете, ну, 15 минут стараюсь еще на какую-то уборку выделить. Хотя, если получается больше, то как бы без проблем, но хотя бы 15 минут. То есть где-то убраться еще. А сегодня, честно говоря, я планировала глобальную уборку в своем творческом уголке, где я именно раскрашиваю. Ну, уголок это как-то мягко сказано, потому что там все-таки куча там всего. Но я просто поняла, что у меня не хватит сегодня сил. Думала, что бы мне убрать. В итоге, сейчас покажу, что убирала. Вот это вот зеркало. Там, если какие-то пятна видны, это на самом деле металл потемнел. Потому что само зеркало я ежедневно протираю, а вот эту вот металлическую штуку я просто здесь крашусь. Вот. Как-то не протирала давно, а сейчас поняла, что она вся заляпанная. Ну и как раз протерла. Вообще, ну, это зеркало у меня мама просила, папа ей прикрутила. Она здесь всегда утром красилась, ну, потому что удобно. Оно и обычное, и с другой стороны увеличительное, и вытягивается, как бы еще вот так поворачивается. Вот так вот она двигается, выдвигается. Ну, на самом деле я его потом буду убирать, потому что я могу без него прекрасно обойтись. Но я это буду делать, когда решусь поменять эту плитку, потому что вообще, как бы,
быстро я решаюсь только когда ситуация вынужденная. Вот когда у нас в доме был капремонт, и у нас меняли в ванной полотенцесушитель, и нам повредили плитку, пошли трещины. Соответственно, я заказала и полностью сделала там ремонт. И плитку поменяла, и, ну и все такое. И уж мы даже заодно сделали новый вкладыш в ванной акриловый, хотя, в принципе, и тот был хороший. Но, ну потом еще, когда надо мне было снимать стресс после случившегося с мамой, я в туалете сделала ремонт. И вынужденный был вот здесь вот на кухне, вот в этом уголке я делала. А тут у стола, вот знаете, если бы, ну вот эта плитка советская, но если бы ее положили бы здесь так же, как часто раньше клали, знаете, в шахматном порядке, я бы уже давно бы поменяла, потому что мне не нравится. А тут, ну, как бы она не идеально положена, но хотя бы в стандартном порядке. Просто я уже придумала, что у меня здесь будут, скорее всего, кирпичики, ну, или что-то в этом роде. Но, скорее всего, бежевые. Но я не придумала, как у меня вот здесь все будет. Поэтому, когда придумаю, соответственно, сделаю. И, соответственно, этого зеркала тоже здесь не будет. Ну, хотя оно хорошее, но по факту мне не актуально. И как-то я вообще против того, чтобы... Ну, это нехорошо. Да, это с одной стороны удобно, а с другой мне это не нравится, что... с какой-то стати на стене здесь зеркало. У меня вот, например, даже в ванной после ремонта у меня вообще никаких там дырок не просверлено, ничего. Вот, я просто это очень не люблю. Вот. Ну вот где столешница, где я готовлю, где плита, я вообще очень хотела, когда я делала вот уголок, где раковина, я очень хотела... тоже поменять, но дело в том, что там ближе к окну газовая труба, и мне лично стрёмно сбивать там кафель, потому что расстояние совсем небольшое, это все-таки газовая труба. Вот. Поверх плитки, там, вот в этом месте, класть другую плитку, в теории можно, но там... Ну, тот, допустим, состав, да, раствор, который я использовала, он это позволяет делать. Я так в ванной за трубами сделала, вот. Но это был единственный хороший вариант. Но здесь небольшое расстояние, и тоже не пройдет. А вариант оставить так, как есть, тоже не получится, потому что эта труба видна из-за шкафчика, и, соответственно, мне такой стрём не нужен, я хочу, чтобы все было одинаковое. Поэтому пока там я вообще не думаю, это, скорее всего, если я решусь поменять гарнитур, тогда другое дело, но пока что нет. Пусть все будет одинаковое. Ну как, там вы видели такая же плитка, и... вот этот вот уголок сделан мозаикой, то есть все очень нормально. Поэтому пока там я не решилась, а здесь я просто сейчас додумываю этот момент. Вот. Ну, я имею в виду, что, я не знаю, оставлю я, например, вот этот стол, или же, может быть, мне хочется другой стол. Вот здесь вот тумбочка, она меня в целом устраивает, но я... не знаю, может быть, вообще бы убрала бы ее. Я вообще, кстати, в самое ближайшее время, что подумываю, это убрать мультиварку. Еще у меня в планах убрать тостер, и я вот еще думаю насчет ростера, потому что единственное, чем я пользуюсь постоянно на кухне, ну, это плита, это кофеварка и блендер-суповарка. И получается, что периодически я что-то разогреваю в ростере, но я без этого могу обойтись. Мультиварка у меня их две, но я пользуюсь крайне редко.
В тостере я тоже редко что жарю, это всегда можно достать. У меня просто здесь вот в одном из видео будем разбираться в шкафчиках с бытовой техникой, которой у меня очень много. Вот, и я все-таки думаю на кухне в принципе больше поверхности освободить и сделать какой-то красивый декор, но тоже очень такой ненавязчивый. Вот такие у меня планы. Сейчас я приготовлю ужин, потому что, честно говоря, вообще я бы предпочла, наверное, спать лечь. Ну, не знаю, сейчас думаю, делать ужин, не делать, но мне еще нужно отредактировать видео и поставить вот это видео на монтаж. В общем, я так в процессе размышляю. Я так под медитацию очень хорошенько расслабилась, но тоже, с одной стороны, я расслабилась, даже у меня энергия появилась немножко так. Какая-то я такая встала, знаете, я включила там светильник, но вообще там должна быть такая, знаете, лампочка, свечка. Ну, я вставила просто светодиодную, или как она называется, но там теплый свет, и я поняла, что мне что-то не нравится. Какая-то странная встала. Ну, бывает. Кабель, кстати, нормальный, прекрасно заряжает, никаких к нему претензий нет. Вот для вот эту штуку, для чайных пакетиков я, наверное, тоже со стола уберу. А может быть, не уберу. А может быть, сделаю декор. Просто чайные пакетики сейчас мне тоже как-то не актуально. Там их лежит несколько штук, я не пользуюсь. Я хочу, ну, все помыть, протереть, еще вот этой белой краской заново покрасить. У меня там сломался замочек. Винтик вылетел, хотя я не понимаю, как такое могло произойти. Ну, фикс прайс. Что с него взять? В общем, я хочу каких-то здесь перемен, и нужно будет шторы постирать, вот эти вот, ну, типа, которые прозрачные. У меня такие же вторые, надо повесить. И недавно я делала пилинг носочки, как раз сегодня, по-моему, 4-й день. Да, 4-й день, и так отшелушивание уже начинается постепенно. Вот, маску для лица сегодня сделаю такую вот от комплимент, потому что, ну, короче, сегодня мне нужно именно эту. В прошлом влоге я показывала, ну, вот вчера, что делала такую маску. Но я уже давно пользуюсь, она хорошая, все такое, но я ее вчера передержала. И когда я смыла, я только упустила этот момент, когда я смыла или когда я уже после намазалась кремом, а крем у меня был вот такой, у меня, короче, лицо, вот где я мазала эту маску, прям покраснело. Ну ничего, к утру я встала, все нормально, никакого раздражения, никаких проблем. Не знаю, почему такое. Ну, в общем, сегодня будет вот эта маска. Я еще сейчас сделаю ванночку для ног, а это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.